Привет, друзья! Разные интеллектуальные вопросы здорово разогревают мозг и заставляют проработать память и догадку, а также подпитывают ум интересной информацией. Предлагаю ответить на 10 необычных вопросов, которые проверят вашу эрудицию. Какое отравляющее вещество имеет запах миндаля? Синильная кислота – бесцветная прозрачная жидкость с запахом горького миндаля. Очень токсично, относится к веществам смертельного действия. Если попадает в организм через рот. Смертельной дозой является 1 микрограмм на килограмм. В зоне с высокой концентрацией яда 7-12 граммов на кубический метр. При попадании его на кожу можно получить смертельное отравление. Даже при надетом противогазе в результате воздействия яда прекращается сердечная деятельность. Телстер, Танго, Ацтека, Джабулани – эти имена принадлежат. В футбольном мире сложилось уже много традиций, которые по-своему дополняют эту увлекательную игру. Одна из них – на каждом чемпионате мира выбирается для финальной стадии специально изготовленный мяч. Как правило, это продукт известной фирмы, разработанный специально для очередного мирового первенства. Первым официальным мячом в футболе стал Телстер Adidas на Кубке мира в 1970 году в Мексике. Кого не встретишь в Исландии? В Исландии около 1300 видов насекомых, но нет комаров. Температура в Исландии подвержена резким скачкам, может неожиданно сильно упасть или внезапно повыситься, и это отрицательно влияет на жизненный цикл комара. Ученые считают, что именно по этой причине Исландия – страна, свободная от комаров. Но исландцам приходится бороться с мошками, которые похожи на комаров и тоже кусаются. Какая страна является родиной сахара-рафинада? В 1834 году в Чехии управляющий сахарным заводом Яков Кристоф Рат изготовил сахар-рафинад. А вдохновительницей этого изобретения была его жена, которая поранила палец при колке сахара. Ведь сахар раньше выпускался в виде большого бесформенного куска, и чтобы его использовать в пищу, нужно было вначале наколоть. Куски при этом получались разные, и поэтому сахар редко клали в чай, а использовали в прикуску. Что такое прокрастинация? Прокрастинация в психологии – склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. Существует множество теорий, которые пытаются объяснить данное явление, но ни одна из них не является общепризнанной и универсальной. В каком море расположен остров Сицилия? Сицилия расположена на одном из самых удобных для торговли и туризма мест в самом центре Средиземного моря, между Северной Африкой и Европейским континентом. Также берега острова омывают другие, менее крупные моря. Между Грецией и Сицилией находятся воды Ионического моря, которое помнит многие морские сражения древности. Северную часть острова омывает Тиренское море. Каким средством стиляги XX века закрепляли свои прически-вихри? Бриолин
Средство для косметического ухода за волосами, которое обладает выраженным фиксационным свойством. Где и когда появился бриолин впервые сложно, но считается, что эта помадка использовалась афроамериканцами в XIX веке для укладки своих жестких и непослушных волос. Массовое применение средства пришлось на 50-е годы XX века. Огромной популярностью продукт пользовался у стиляк, которые использовали его для фиксации своих высоких причесок, вихрей на голове. В астрологии это небесное тело отвечает за понедельники. В астрологии понедельник связывают с Луной. Эта романтичная планета отвечает за наши эмоции и чувства. Как известно, Луна влияет на жизнь многих людей. Однако Луна – это не единственное небесное тело, которое отвечает за понедельник. Многие астрологи связывают этот день недели с планетой Сатурн. Она отвечает за дисциплину, порядок и внутреннюю мудрость. Именно поэтому многие люди начинают свои дела и занятия с понедельника. Для чего каждый сборщик перца табаско пользуется особой красной палочкой в процессе сбора? Урожай табаско собирают вручную. Красная палочка – это специальный индикатор. С его помощью сборщики красного и чрезвычайно острого перца определяют степень зрелости плодов. Для изготовления особого соуса идут лишь полностью спелые плоды. Если цвет перца не совпадает с цветом палочки, перец не срывают. Какое вещество открыл в середине XIX века Уильям Перкин в попытках создания лекарства от малярии? В середине XIX века в Лондоне молодой ученым Уильям Перкин пытался создать лекарство от малярии. Химик проводил различные эксперименты, в результате одного из них он открыл стойкое вещество лилового цвета, неудаляемое с одежды при стирке. Он продолжал эксперименты, и ему удалось синтезировать множество других анилиновых красителей. От желтого реванола и малинового фуксина до синего, фиолетового, черного и зеленого. Есть ли интересные факты, о которых вы узнали из этого теста? Ваш ответ пишите в комментарии. Будем рады обратной связи.